Всем привет! Сегодня посев дыни. Посев дыни на YouTube канале Агродвиж. Перед тем как смотреть видео, поставьте лайк под это видео и напишите любой комментарий. Это очень сильно помогает продвижению канала. Любой, даже можно поставить точку, либо плюс, либо какую-то цифру, либо какое-то мнение о том, что происходит. Итак, ближе к теме. Будем сеять дыню. Конец марта, сегодня 23 марта. Дыня очень популярная культура. Для этого нам необходимо торф, в котором будет сеяться дыня. Торф купленный, это Grandmaster торф используется, и нужна кассета. Кассета в данном случае 126, это довольно популярная кассета у фермеров. И семена дыни. В данном случае повезло, это фирма, которую я представляю по своей работе, это Дыня Мазин, лидер рынка, и можно смело ее показывать в кадре. Так, кассета 126 ячеек, обычная пластиковая. Много кто спрашивает в комментариях, какая именно кассета. Кассета 60 на 40, и на этой площади 126 ячеек. Обычная, это классическая кассета. Делается вроде в новой каховке, где-то здесь у нас хороший материал первичка. Это очень важно, чтобы они не рассыпались в поле во время высадки. Кассету набиваем торфом. Заполняем все ячейки торфом равномерно. Самое главное распределить торф по кассете, чтобы в каждой ячейке количество торфа, вес его и объем был одинаковый. То есть, чтобы не было таких моментов, что одну утрамбовали сильно, ужали туда много, пошло торфа, а в другую меньше. Равномерно по всей кассете распределяем. Так, торф нам больше не нужен пока. Дальше к этому торфу вернемся, когда будем присыпать повысенные семена торфом сверху, чтобы закончить посев. Так, теперь кассету нужно увлажнить, чтобы там была влага. Кассету нужно увлажнить равномерно, чтобы семенам хватило влаги на всходы. Температура воды сейчас градусов где-то 20, чтобы не было большого разбега. Так, вроде одинаково. Отдаем воде сбежать, только что был полив. Необходимо, чтобы вода лишняя сошла с кассеты, то есть внизу кассеты есть дренаж, и она сейчас уходит. Чтобы торф был максимально увлажненный, но не перелитый, чтобы в нем не стояла вода. И теперь с помощью таких же кассет, только здесь они уложены 1, 2, 3, 5 кассет вместе уложены, довольно такой уже цельный литой такой станок получился. С помощью их делаем углубление в кассете под посев семян дыни. Выставляем по центру, относительно, приблизительно, и везде одинаково. Сейчас при нажатии кассетами пролитого торфа было видно, как с кассеты выходит, с торфа снизу в дренаж выходит лишняя влага. То есть это тоже один из моментов, который во время того, как мы делаем углубление, немножко улучшает физическую структуру субстрата, в котором будут семена. И теперь видно, как углубления в кассете, они равномерные, и то есть все они по центру ячейки и все на одной глубине. И теперь в эти углубления будем сеять дыню. Сейчас происходит посев.
Уже после того, как основную массу здесь вся теплица уже посеяли. Это объем тут дыни, наверное, на гектар 10-15 рассадой посеяли. И сейчас в теплице довольно жарко. Дальше я скажу про температурный режим. Так, дыня Мазин, лидер рынка. Новая пачка, 5000-я. Если честно, открываю эту пачку, чтобы посеять всего лишь на одну кассету. Ну, в принципе, фермер не против, и спасибо на том. Мне нужно всего лишь 126 семян, но я насыпал больше, потому что это было красиво на видео. И теперь эти семена этой дыни в каждую ячейку по одной штучке. То есть обычно, как любую другую культуру, по одной, любую огурец, томат, перец, баклажан. Необходимо посмотреть, все ли семена лежат по центру, по одному семени в каждой ячейке, или и на одной ли они глубине. Все семена на своем месте лежат, они по одному в ячейке, и теперь необходимо торфом сверху это все просыпать. И теперь равномерным слоем, чтобы над семенами было от 1,5, максимум 2 сантиметра слоя торфа, и просыпается вся кассета, то есть вся ячейка. Здесь после посева присыпаем сухим торфом. И я сейчас показываю технологию, как делает фермер здесь весь объем. После посева здесь происходит полив. В принципе, все. Далее кассета выставляется на постоянное место. Внизу, если посмотреть, под стеллажом есть труба. Труба — это отопление, то есть идет обогрев снизу. И они расположены где-то через 60-50 сантиметров трубы. И снизу обогревается. Теперь, после того, как кассету поставят, допустим, на постоянное место, остальные выставляются тоже, температура в торфе 24-25 градусов до появления всходов. При таком режиме температур равномерно получаются всходы, то есть на крайнем стеллаже здесь и где-то в другом конце теплицы везде температура 25 градусов. И что у нас получается? Через 4 на 5 сутки появляются всходы. Всходы дружные, то есть где-то сейчас первые, через 2-3 часа почти везде. В течение дня всходит 100%. Если так делать. Сейчас у нас солнечно, но завтра обещают, что будет пасмурно. И на завтра эти стеллажи, под которыми есть труба отопления, накроются пленочкой, чтобы тепло, которое поднимается, упиралось в пленку и создавался парниковый эффект. И меньшими затратами получить всходы дыни. До появления всходов дыню не поливаем. Вообще любые семена не поливаем. Этой влаги хватит. Не поливаем ни в коем случае. Температура, если у нас в ячейке 25, а мы можем там полить 15 градусов. То есть если происходит полив, если вдруг высохла ячейка, полив нужно произвести той же температурой, в которой находятся семена. Часто можно увидеть, когда они получают всходы дыни, когда 25 градусов там, а полили водой 10 градусов, перепад температуры, семена в жизни не взойдут, потому что они уже мертвые из-за такого перепада температуры во влаге. Если посеять семена дыни
Точно так же, как я показал на этом видео, взять хороший торф, дать нормальной воды, потом поставить по температуру, чтобы была в ячейке 24-25 градусов, они 100% взойдут на пятые сутки. Схожесть будет 95-99%. И это норма. И если что-то нарушать, то процент схожести будет меньше. Если нарушить все, то будет 0. Так что вот так, все очень просто, ничего придумать не нужно. Полив производился чистой водой. Чистая вода без каких-либо добавок. Что-то добавляем, проблемы. Не добавляем, имеем классные исходы. Часто на видео я рекомендую после посева не проливать. То есть посеяли, торфом присыпали и не лить. Сейчас я скопировал полностью технологию, как выращивают здесь. Но ранее я предупредил, что полив происходит в меру, с чувством меры, как у нас лозунг Агродвижа, чувствуем ритм жизни растения. Чувство меры, то есть нам нужно только, чтобы семена сомкнулись во влаге, чтобы они не висели в воздухе. Для того происходит верхний полив. Если же есть другой вариант, просто влажным торфом присыпать семена и немножко прижать, чтобы они не висели в воздухе. То есть все так, как я сказал. Если что-то придумывать, то могут быть не всегда положительные результаты. А так что всем хороших урожаев и больших вам дынь.